Всем доброго времени суток. Этот выпуск получился больше разговорным и своего рода экспериментальным. Включить этот материал в другие выпуски не могу, этим выпуск будет долгим, а как вам такой контент, пишите в комментариях. В общем, обо всем по порядку, и этот выпуск будет в плейлисте квестборки, чтобы потом не было вопросов что и откуда. Вот у этого компьютера, который, кстати, продался буквально за неделю, на мой взгляд, самая нелепая история. Смотрите, как получилось. Обратился ко мне клиент с просьбой починить компьютер, который, к слову, вообще не включался. Путем нехитрых манипуляций выяснилось, что у компьютера вышел из строя блок питания и оперативная память. Также ему нужен был патчкорд и клавиатура. В общем, все ему обошлось с установкой операционной системы в 3500 рублей, из которых 1000 он отдал. И пока он собирал оставшиеся 2500 рублей, ему компьютер уже и не нужен стал, так как какую-то его игру он не вытягивал, и он решил продать его мне. Вот мы и договорились, что я ему дам 1000 рублей, получается те, что дал он мне, и долг я его списываю тоже. В итоге я починил компьютер, и он остался мне. Вложил я в свой блок питания и оперативную память. По деньгам обошлось 2000 рублей. Продал я системный блок за 4000 рублей. Остался мне монитор в 17 дюймов, клавиатура, ну и шнуры с мышью и патчкордом. Монитор тоже планирую продать за 1000. Материнская плата от Foxconn на 775 сокете на DDR2 с 2 гигабайтами оперативки, процессором Intel Celeron D на 3,2 ГГц, блоком питания на 350 Вт и жестким диском на 250 гигабайт. Видеокарта тут стояла GT 630 на 1 гигабайт, думал ее перекинуть в сборку из прошлого выпуска. Кстати, кто не смотрел, советую, ссылка в конечной заставке. Но потом, когда досталась та карта, что стояла там, я передумал это делать, и этот системник ушел ровно в этой конфигурации. Второй системник, и у меня по нему очень мало материала. Достался он мне после ремонта другого компьютера. Установил операционку, за место денег системник стал моим. Он был нерабочим, в принципе таким и остался, а точнее ушел в расход. Достал видеокарту GT 610 на 1 гигабайт, она была рабочей. Ее я продал за 700 рублей, буквально сразу. Также был блок питания от FSP PNR 300 на 300 Вт соответственно и две планки оперативной памяти на DDR2, каждая по 1 гигабайту. Все остальное было нерабочим, и пытаться починить было бы бесполезно. Корпус-то был хорош, но без боковой крышки. Еще остался охлад, процессор, кажется, Intel Pentium D, который также не нужен, их у меня много, и было два харда с битыми секторами, наверное больше, чем не битых. А теперь информация, которая может быть полезной для некоторых людей. При покупке и ремонте компьютеров остается много плат, таких как материнские платы или оперативная память. Так вот, их скупают по килограммам. Допустим, материнки по 450 рублей, оперативки по 700 рублей за килограмм. А теперь последняя покупка, точнее полученный комп при продаже моей сборки с прошлого выпуска.
Корпус сразу на свалку, так как он уже разваливался. Материнка тоже вышла из строя. Процессор AMD Athlon 2 X2 220 на 2 ядра с тактовой частотой 2,8 ГГц. Были в комплекте две планки оперативной памяти по 1 ГБ каждая, жесткий диск на 500 ГБ и блок питания на 400 Вт от фирмы Foxconn. Ну и охлад остался также, и картридер внутренний, и дисковод, и вентилятор на 80 мм. В принципе, все на этом. А нет, не все, осталось еще и видеокарта GF 210 на 1 ГБ от фирмы Polit. Короче, офисная затычка, которую я также продал за 500 рублей. Кстати, как я продал сборку с обменом из прошлого выпуска, пришел клиент, который хотел его приобрести за 12 тысяч рублей. Советую посмотреть мой прошлый выпуск, чтобы понимать, о чем идет речь. И как вы думаете, мне было его выгодно продать за 12 или за 8 с этими запчастями? Мне, например, кажется, что за 12 было бы выгодней, а ваше мнение жду в комментариях, а железо было неплохим, кстати. В описании оставлю ссылки на несколько плейлистов из моего канала, которые советую к просмотру, там есть на что посмотреть. Ваше мнение по поводу этого пилотного выпуска также жду в комментариях, стоит продолжать делать такие выпуски или нет, пишите, обсудим. Буду благодарен за лайки или дизлайки. Подписки на канал это всегда радует и стимулирует для развития. Ну и про колокольчик не забывайте. А на этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.